Считается, что 10-копеечные монеты и 10-копеечные рубли разбивают крупные деньги. Проверено это на самом деле. Если вы хотите, чтобы у вас... У меня был друг еврей, Арон. И он в свое время... Мы были на свадьбе, и там начала женщина рассыпать 10-копеечные монеты в большом количестве. Целое ведро 15-литровое. И она вот так вот, жених и невеста шел, она говорит, на общее счастье. И вот так вот бабушка старенькая, я не знаю, где она наменяла столько, она полное 15-литровое ведро 10-копеечных монет высыпала вот так вот на них. И они вот так по всему двору на Подоле рассыпались, эти деньги. Еврейский мальчик. Я говорю, слушай, это обрядовые монеты, их трогать нельзя. Он говорит, деньги не пахнут. Я говорю, слушай, не нужны они тебе, ей-богу. После этого, когда насобирал эти деньги, обменял, то у него появились невероятные неприятности. Прямо буквально через 3 дня появился сибарейный дерматит и псориаз на руках. Потом прошло какое-то время, он говорит, да боже, я не могу понять, что со мной происходит, и бизнес валится, и неприятности, и так далее. Я говорю, ты просто попал на обыкновенную обрядовую магию. Тебе не надо было трогать эти деньги, они не твои, тебе не принадлежали. Их должен был найти не тот человек, кто увидел обряд, а тот человек, который их найдет нечаянно. То есть кто-то нашел нечаянно, тот насобирал. Он говорит, ты что, нельзя ничего? Можно, но ты должен за это заплатить мне, тогда я помогу это убрать. Просто 10 копеек, если их ложить куда-то, то это к неприятностям. Просто без ничего собирать по 10 копеек, это к ссорам. 10 копеек, 10 рублей, это плохо делали, что собирали. Это приводило семью к ссорам. У нас в семье тоже было, когда насобирали по 10 копеек, папа уехал куда-то отдыхать, там в Трусковец или еще, и чуть ли не развелся с мамой. Та же история, видите, я не обманываю. Оксаночка, ты помнишь? Вот родная сестра сидит, она, наверное, тоже помнит эту историю с 10-копеечными монетами. Письма до востребования отправляли потом. Естественно, хорошо, что у них оказался такой великолепный брат в моем лице, который быстро это все потратил на жвачки. Скажите, если ты бросаешь в огонь дрова, то огонь растет? Ярче горит. Тогда зачем вы кормите войну? Я не могу понять. Чтобы она длилась, вы не понимаете, что вас за это накажут в вашей жизни? О чем вы говорите вообще? Вы что, не слышите? Я вам говорю, а вы в своей программе говорите, сегодня знакомые просят. Так я ни при чем, знаете. Один человек может услышать, другой не. Вспомните, я говорил, кормите бедных, бедность не переведется. Кормите войну, она никогда не закончится. Гипотетически, сегодня всем не интересна война. Все отвернулись и говорят, да пофигу вообще. Что там, неинтересно, не включают телевизор, не смотрят газеты, не обращают внимания, никто не обращает на это внимания, никто не парится. Вы представляете, она в этот же день закончится. Единственное, как она может закончиться, это то, что ее перестанут кормить. Понятно, а вы специально смотрите маразм, после этого специально хотите это кормить. И вас за то, что вы этому способствуете, накажет Бог. Потому что вы накормите того, кто нечаянно выстрелит, он нечаянно выстрелит, убьет ни в чем невинного человека, и это будет на вашей совести. И эта цепочка, она будет кармической, и после этого в следующей жизни вас обязательно убьют. И это будет обязательно нечаянная пуля, или ваши дети, или ваши знакомые и так далее. Что с вами? Вам это нужно? Вы что, забудьте об этом. Накормив бедного, вы в дальнейшем привлечете к себе бедность. Вы знаете, как устроена чума? Человек, который хочет очень благожелательно относиться к больному человеку, подходит и начинает вместе с ним умирать. Да, потому что чума его заражает. Согласны с этим, да? Таким образом, война – это чума. Невозможно зайти в какашки и выйти так, чтобы твои штиблеты были чистыми. Понятно? Поэтому, друзья мои, никогда, даже мозгами, даже обсуждениями и мыслями не касайтесь войны. Вы ее пускаете, подобно чуме, в свою жизнь. Понимаете? Есть жизнь, она делится на мир и делится на войну. Поняли? Не пускайте войну в своей жизни, не пускайте. Потому что в тот момент, когда вы пустите, это произойдет незаметно, и вы начнете в этом жить. И вот потом, как выбраться из этого, это уже целая история. Обязательно пустите. А если вы ее еще и кормите, понимаете? Вот смотрите, вы зашли в навоз и после этого наделали там дополнительный навоз. Скажите, можно ли замаскаться
сильнее, чем до этого. Можно. Поэтому не помогайте. Потому что, помогая, вы можете в дальнейшем очень-очень сильно эзотерически нарушить свою судьбу. Поэтому я себе тихонечко живу своей собственной жизнью. Только одна особенность есть. У меня продается, а у остальных нет. Торпеда, ты чё, ебать? Смотри. Молодец, Васюха, молодец, молодец. Поехали, поехали. Смотри, смотри, под музыку, хуяли. Все, устал. Дергается еще на последнем дыхании. Торпеда, я говорю, охуенно. Существует специальный метод, я сейчас о нем расскажу. Я рекомендую вам использовать ту программу, которую я вам сегодня покажу и с вами отработаю, на протяжении хотя бы 1 месяца. Если вы поделаете 1 месяц, вы будете в шоке и в восторге от того, что с вами будет происходить. 1 месяц даже. А что нужно сделать? Итак, человек должен нарисовать на своей груди шестиугольную звезду, представив, будто она там светится золотым цветом. Так, шестиконечную звезду. Итак, если человек представит золотую шестиконечную звезду, которая в середине не обязательно должна быть заполнена, он автоматически делает все для того, чтобы окружающие люди хотели ему что-то дать. Смотрите, когда... Ох-охо, не надо. Таким образом, в случае, если человек поставит шестиконечную звезду и после этого с этой шестиконечной звездой мысленно пойдет подписывать договор, ему подпишут. Начнет занимать деньги, ему займут. Пойдет устраиваться на работу, 100% возьмут. Поэтому что нужно сделать, когда идете просить деньги? Рисуете мысленно шестиконечную звезду. Или вам надо позвонить человеку или встретиться, чтобы он вам отдал деньги. Что нужно сделать перед этим? Нарисовать шестиконечную звезду. Тогда шестиконечная звезда, она что делает? Она делает все для того, чтобы 4-я чакра начала работать на принятие. Поняли? Шестиконечная звезда, нарисованная на 4-й чакре, включает эту чакру на принятие. То есть люди, окружающие, хотят вам отдавать свою любовь. А куда течет любовь, туда текут и деньги. Мы для того, чтобы у нас появились деньги, мы будем сейчас читать такой код, который звучит так. На вдохе И, на выдохе Си. И Си. И вместе со мной ставим ручки и начинаем дышать. Говорим себе, у меня ничего не получается, я абсолютно больная, нищая, бедная, денег не получается заработать, не знаю, чем себе занять и так далее. И говорим, ну ничего, скоро я прочитаю вот этот код, и в моей жизни появятся и деньги, и имущество и так далее. Вместе со мной И Си. Си. Отдыхаем. Продолжаем. Давайте И Си вместе со мной.
Хорошо. Пусть у всех в этой неделе появится большое количество денег, пусть каждый заработает много. Ура, товарищи. Омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри. Делаем вдох и делаем выдох. И на вдохе, си на выдохе буквально звучит так. Для того, чтобы у человека получалось зарабатывать деньги и было много денег. Понятно? Соль имеет ярко выраженное качество очищать все вокруг себя. В случае, если у вас есть проблемы кишечника, энергетические проблемы кишечника, то вам необходимо взять небольшое количество соли, размешать ее с водой, выпить и после этого обязательно вырвать. Дело в том, что если вырвать предварительно выпитую соль, предварительно растворенную в воде, то это убирает не только яды, которые могут попасть в человека, когда он что-либо принимает и съедает, а это может убрать яды энергетические, которые могут быть в середине его тела, вырабатываемые за счет его злости, ненависти, страхов. Очень рекомендую вот такие процедуры совершать людям, у которых присутствуют панические атаки, депрессивные состояния, особенно связанные с неодержимой сексуальной с неодержимым сексуальным желанием. В случае, если у женщины есть угроза срыва, и эта женщина боится потерять ребенка, и первый раз, допустим, рожает, или первый раз вынашивает ребенка, и хочет эта женщина доносить этого ребенка, рекомендую использовать такой вот обряд с солью. Можно взять соль, насыпать какое-то количество соли в красную ткань и завязать сверху красной ниткой. И после этого носить где-нибудь на себе до того момента, пока вы не выносите ребеночка. Перед тем, как вы захотите рожать, то за 1 или 2 недели обязательно вот этот мешочек нужно, не развязывая, снять с себя. И после этого обязательно родите. Кстати, когда женщина должна рожать, в этот день нельзя ничего отдавать, а также нельзя завязывать шнурки, а также нельзя завязывать узлы, а также для того, чтобы она быстрее родила, необходимо узлы наоборот развязывать. Соляные кристаллы, вот о соли еще я сегодня скажу. Соляные кристаллы сейчас очень модно покупать и продавать, соляные лампы, соляные кристаллы. Могу сказать, что они действительно имеют магическое воздействие на бизнес. В случае, если ставить у входа магический кристалл из соли или просто кристалл из соли, то тогда соль увеличивает потенциал у ваших сотрудников, потенциал у людей, которые хотят покупать. Покупатели приходят с деньгами, а не без денег. То есть, таким образом, соль своего рода потенциал. В случае, если у вас солевая лампа или кусочек соли лежит в спальне, то тогда у мужа или у жены появляется желание чего-то хотеть в жизни, появляются интимные желания и так далее. Я желаю вам успеха, до свидания. С вами был Андрей Быков. Если у вас проблемы в жизни, распалите костер и, глядя в дым от костра, думайте о том, что вы хотите, чтобы это навсегда исчезло. Оказывается, костер и дым – это 2 разных понятия. Если смотреть на дым, то о чем вы будете думать, навсегда исчезнет. В случае, если смотреть на костер, то тоже исчезнет. Но если смотреть в дым, то эффективность происходит более ярко выраженная. Почему я давал методы, когда смотрят на свечу, и не давал методы, когда смотрят на дым? На дым смотреть непрактично. Получается, в квартире мы можем возжечь свечу, и дыма там нет никакого. Но вот в случае, если вы работаете на улице, у вас есть костер, и у этого костра есть дым, то если вы в самом дыму будете представлять какую-либо проблему, там, любовницу мужа, или там проблему здоровья, или проблему невозможности отдать долги, или проблему какую-либо еще, то эта проблема, смешавшись с дымом, будет в дальнейшем устранена. Это одна из таких глобальных магических идей, которые существуют в магии, которые я преподаю. Андрей Андреевич, скажите, а можно ли сжигать в огне обрезанные волосы? В огне можно сжигать все, если вы хотите это потерять. Поэтому, сжигая волосы в костре, вы можете потерять волосы навсегда. Нельзя сжигать деньги, вы можете навсегда потерять деньги.
Вы понимаете, костер это то, что сжигает навсегда. Поэтому к костру нужно очень аккуратно относиться. Если это деревья, то их можно сжигать. А если это личные ваши вещи, то вот не нужно сжигать. В случае, если сжигание происходит, то выделяется дым. Этот дым нужно кому-либо посвящать. Поэтому, если вы сжигаете свои волосы и говорите, я сжигаю свои волосы, а дым посвящаю, дальше говорите своему богатству, материальному росту, то тогда чем меньше будет на голове у вас волос, тем больше денег будет в жизни проистекать или приходить. Считаю, что сжигать волосы не стоит ни в коем случае. Но это тоже не принципиально. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о деньгах и про одну ошибку, которую очень часто в отношении с деньгами совершают, и этим отталкивают от себя деньги и ухудшают свою денежную энергию. И что же это за ошибка? Эта ошибка заключается в том, что очень большое число людей называют деньги бабками. А деньги этого действительно очень и очень сильно не любят, потому что деньги и бабки, они несут абсолютно разные энергии и абсолютно разные вибрации. То есть кто такие бабки? Бабками, как правило, называют там старушек, возможно, каких-то не очень позитивных, довольно вредных. Кто-то называет этим словом всех старушек, хотя в моем понимании это тоже не совсем корректное обращение. В любом случае, если человек прожил свою жизнь, то все-таки бабка звучит довольно грубо. То есть можно заменить там на бабушка, на старушка, но не бабка. Если говорить про деньги, про денежную энергию, вообще про энергию богатства, если говорить про законы Вселенной, то как раз таки уважение к старшим, оно тоже играет довольно большую роль на наше с вами материальное благополучие. Старших людей в возрасте нужно максимально поддерживать, их нужно уважать и корректно, разумеется, к ним относиться. Поэтому вообще слово «бабки» забудьте, пожалуйста, по отношению ко всему и ко всем. Не нужно употреблять ни по отношению к старушкам и, конечно же, не нужно употреблять по отношению к деньгам. Это ваши отношения с деньгами портят. Деньги, они не любят быть бабками. Они не хотят быть бабками. Деньги – это деньги. И, пожалуйста, так их и называйте. А всякие бабки – это такие более блатные варианты названия, и они никоим образом не улучшают нашу с вами энергию денег и не привлекают к нам деньги, а только их от нас отталкивают. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Хорошего настроения и до встречи. Пока. У вас есть заболевание почек, полечить вас несложно. Оденьте на левую и правую руку синие нитки. Синие нитки. Носите синие нитки на правом и левом запястье, очень быстро вылечите почки. Сразу же исчезает отек, вы представляете, потрясающе. У вас болит любые, главное цвет, чтобы был синий. Есть у вас заболевание щитовидки, оденьте желтую нитку на шею, носите ее на шею. Если у вас есть заболевание мочевого пузыря, недержание мочи или циститы бесконечные, оденьте толстую желтую нитку на поясницу и носите ее на пояснице не менее 1,5-2 месяцев. А вот в случае, если у вас есть заболевание позвоночника, оденьте зеленую нитку, обмотайте ей поясницу и носите на себе тоже, завяжите на 38 узелков в конце и носите на себе на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Нет, желтую на один узел достаточно. Желтую на один узел. Желтую нитку лучше брать шерстяную и толстую. Там особенность, чем толще, тем быстрее идут циститы и заболевания почек. Дальше, в случае, если у человека есть гипертоническое заболевание сердца, то нужно одеть на правое запястье, связать в узелок 3 ниточки красного цвета. Не в узелок, а между собой как косичку. И одеть на запястье с правой стороны. Если давление очень высокое, 4 ниточки используют. Если давление среднее, 3 ниточки. Если такое себе, то 2 ниточки. Красную, да. Косичку. Ниточку
Однородную нельзя носить на руке. Можно носить только сплетенную из нескольких частей. Поняли? Энергии, как лечить такие заболевания, которые врачи лечат долго, а вы можете в домашних условиях лечить за несколько часов, дней и так далее, помогая себе и близким. Такое узлы. Оказывается, узлы правильно люди называют узлами, потому что это тромботизация, которая происходит за счет появления гематом каких-то, а также каких-то воспалений нервной ткани. И это все формирует узел. Но если это узел, то что нужно сделать? Узел развязать, правильно. Представляете, будто у вас на месте, где находится узел в груди, или на месте, где находится узел в шее, щитовидке, еще где-то в яичнике, в матке. Представляете, ставите руки напротив этого места и представляете, будто вытягиваете из узла нитки. Представляете, будто узел это клубок. При этом клубок не простой, а завязанный, перепутанный немножко. И пробуйте вот так вот одну нитку, вторую нитку по чуть-чуть развязывать и вытягивать. Сколько это делается? 4-5 минут будет работать с вашим узлом на протяжении 6, 7 или 8 часов. Поэтому каждые 8 часов можно представлять, будто вы вновь развязываете такой узел. Читаем мантру 108 раз, делаем это вместе со мной. Ом Бурем Соха, 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 Ом Бурем Соха. Так вот, если вы будете это делать, устроитесь на работу точно 100%, проверено. Если не получается, или вы идете устраиваться на работу куда-то, и у вас ничего не получается, делайте так. Берете соль, ложите вот так руку на голову, насыпайте сюда соль. Крутите по часовой стрелке или против часовой стрелки, ничего не произносите, подходите к форточке, эту щепотку соли выкидываете в форточку. Насыпаете вторую щепотку соли в кулечек, ложите этот кулечек себе в кармашек и идете устраиваться на работу. Когда придете домой, даже если не устроитесь, выбросьте эту соль из кулечка перед порогом своей квартиры. Не было еще ни одного случая, чтобы выбросили утром соль и поехали куда-то, и не приняли бы на работу или не подписали какой-либо договор и так далее. Прикольно, да? Сколько раз крутить над головой? Неважно. Все равно. Вот так крутят. В какую сторону? Вот так, по часовой. Так, покрутили.
Выкинули в окно, вторую щепотку положили. Вам надо машину продать, вы едете продавать машину. Щепотку соли выкинуть в окно, вторую с собой взять. Вам надо квартиру, щепотку соли, вторую с собой взять. Ничего не произносить не нужно, ничего. Покрутили, взяли щепотку соли, поехали. Если человек утром и вечером произносит «Ом дуалет дуалет зунди соха» и делает вот так ручками и представляет, будто у него 100 рук, то у него появляется сразу же, быстро работа. Если это практиковать долго, то очень быстро появляется работа. «Ом дуалет дуалет зунди соха». «Ом дуалет дуалет зунди соха». О, но не жунге, а дзунге. «Ом дуалет дуалет». Посвящена богине Лакшми. Ом Хрим Падма Джай Сохи. 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 Итак, можно недооцененный нами кефир принимать? Давайте я расскажу, почему недооцененный. Дело в том, что кефир имеет определенные свойства. В нем находятся лактобактерии, которые могут помочь увеличить вашу перистальтику. Но есть такая особенность. Когда кефир попадает в ваш кишечник, то после этого наши бактерии, которые находятся в нашем кишечнике, съедают молочные бактерии, они перестают существовать. Таким образом, для того, чтобы увеличить перистальтику, принимать просто кефир нет никакого смысла. Я рекомендую добавлять в кефир лимонный сок. Возьмите стакан кефира, добавьте туда сок одного лимона, пейте 2 раза в день. Каждый день будете худеть на 200 грамм. Что будет происходить? У вас таким образом будет увеличиваться метаболизм вашего кишечника. Также начнет более интенсивно работать ваша поджелудочная железа. Также вас начнет пучить, и вы, скорее всего, ощутите гиперметеоризм. Не стоит этого бояться, так как метеоризм является особенностью перистальтики. И, скорее всего, первое время это будет говорить о том, что у вас увеличила функциональную деятельность поджелудочная железа. Поэтому не стоит этого бояться. Скорее всего, такие газы, они будут выталкивать фекальные камни, фекальные массы. Вам будет лучше от этого. Не стоит этого бояться. Во время того, когда вы начнете принимать лимонный сок вместе с кефиром, то, скорее всего, начнете ощущать небольшие, такие не очень приятные ощущения в желудке, а также в 12-перстном кишечнике, как болезненные состояния. Не стоит переживать по поводу этих состояний. Они не являются физиологически опасными, так как это все вызывается целиком тем, что у вас появляется метеоризм в вашем кишечнике. За счет этого метеоризма могут быть небольшие ощущения болезненные. Это безопасно. То есть каждый раз после появления дефекации у вас вот эти вот все неприятные ощущения будут исчезать.
Как сделать так, чтобы появились идеи, чем заниматься в жизни? Для этого нужно сесть и представлять, будто ветер дует в лицо. И делаете это вы следующим образом. На вдохе произносите «нам». При этом еще и ощущение должно быть, как будто вам ветер в лицо. Вообще хочу порекомендовать. Включите вентилятор. Пусть дует он вам в лицо теплым воздухом или обогреватель. Хорошо? И делаете так. На вдохе произносите как будто вы уже получили все, что вы хотели. Расширяя глаза. Серьезно, это очень важно, найти состояние радости. Вот я взял четочки и делаю так. И делаю после этого с выдохом звук хай. 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 Почему говорят человек ветреный? Я вам сейчас дам объяснение. Ветреный человек — это тот человек, у которого очень много ярких индивидуальных мыслей. Поняли? А человек, который не может никак придумать, чем же ему заниматься, это говорит о том, что у него произошел застой ветра в голове. Понятно? Застой ветра в голове. В случае, если произошел застой ветра в голове, то нужно сделать так, чтобы этот ветер все-таки начал продувать, и там начали появляться новые мысли. Зачем? Дело в том, что все устроено по принципу реки жизни. Если здесь застой, а ветер — это ментальная энергия, и новая ментальная энергия не проходит, это говорит о том, что вы упираетесь в концепции прошлого опыта. Значит, новые концепции в вашу голову не приходят. Значит, старые концепции нужно выдуть, чтобы новые формировались. Поэтому запускайте в лицо ветер, и после этого на вдохе нам, а на выдохе хай. Таким образом начинаете придумывать, чем вам заниматься. Мысли будут приходить ежедневно. Я считаю, что татуировка — это элемент, который может в дальнейшем вызвать очень тяжелые последствия. Да? Треугольная татуировка с концами вниз сделает женщину мужеподобной. Татуировка с концами вверх сделает женщину более озабоченной психически, она будет нервной. Если мужчина сделает пирамидку вниз, то он будет более материально сосредоточен и не захочет жениться. Если сделать или поставить даже точку в определенном месте, это может в дальнейшем целиком изменить судьбу. Тогда вопрос, скажите мне, в случае, если это так важно, иметь знаки и носить их на теле, то насколько вы разбираетесь в тех символах и знаках, которые вы собираетесь на себя одеть? Если вы собираетесь одеть на себя символы и знаки, то вы должны быть специалистом в области символов и знаков. Так квадратное изображение квадрата является элементом материального благополучия. Но если нарисовать круг и его перечеркнуть, то это навсегда закроет возможность у человека появиться любому чувству. И после этого вы его на себя наносите, и вас не чувствует окружающий мир. Мужчина с вами жить не хочет, окружающие люди плохо к вам относятся, потому что не чувствуют вас. И так во многом, понимаете, они не такие безопасные. Если у вас есть бизнес, и он не очень хорошо работает, то вам можно начать в офисе читать мантру. Давайте мы ее запишем. Ом Шрим Клим. Ом Шрим Клим. Как читать Ом? Здесь очень важно читать правильно. Вот так, на вдохе. Как будто свершилось. Поняли? Это как бы включение потенциала данной мантры. Поняли? Да? И после этого Шрим Клим. Почему? Я вам сейчас объясню. Видели, как бабки-ежки делают? Поняли, да? Вы точно так же должны делать. Это делать так. Поняли, да? Вы как бы наколдовали. Это не прикол. Ом Шрим Клим. Ом Шрим Клим, Шрим Клим, Шрим Клим. Так раз 5, 6, 7. Да подождите вы. Ом Шрим Клим, Шрим Клим, Шрим Клим. Делаете так несколько раз, вот так как бы брызгая водичку. И после этого произносите вторую мантру. Точно так же. Ом Дханат Дханат Дхимам. Ом Дханат Дханат Дхимам.
Тханат, тханат, химам. Точно так же. Тханат, тханат, химам. Тханат, тханат, химам. Тханат, тханат, дхимам. Дханат, дханат, дхимам. Там час утром посвятили этому, это даст плоды уже на протяжении дня. Все мечтают, что там будет много людей, они принесут вам много денег, потом вы эти деньги сложите в сумку, это все полная чушь. Это делается как раз вот так. Поверьте мне, вот смотрите, есть иголка, ей можно медленно там во что-то втыкать, и она не воткнется. А можно очень сильно с большой скоростью воткнуть, и она воткнется. Скажите, что быстрее, с очень большой скоростью или медленно? С очень большой скоростью. Точно так же и в эзотерике. Скорость — это самое важное, что есть в эзотерике. И скорость вашей психической мысли зависит от того, как работает ваша энергетическая структура и насколько массивна и упакована ваша психическая энергия. И я завтра расскажу, как это все можно научиться делать. То есть вот Эни Бенни Раба 3 раз будет достаточно для целого дня, чтобы там была торговля. Энергия для создания великолепного бизнеса. Можно так делать и на сайт. Можно так делать и на, там, на какую-то продажу там, квартиры и так далее. То есть это успех. Это как бы мантры, дающие успех и возможность создания чего-то. Волшебная коробка исполнения желаний. Итак, вы должны взять большую коробку от обуви и сказать себе, взявшись с мужем за руки, или сказать себе, если у вас нет жены и мужа, то сами себе. Если у вас есть сестра, то можно сделать это совместно с сестрой. Если есть дети, то вы можете взять детей за руки и стать вокруг вот этой коробки. Вы должны стать перед коробкой и сказать, когда мы насобираем полную коробку мелочи, у нас появится своя собственная квартира. Данная программа исполнится после того, когда вы насобираете полную. У меня есть девочка, Оксана ее зовут, и у нее родился ребенок, и она ходила беременной со 2-м ребенком, и ее оставил мужчина. И она говорит, прошло время какое-то, она говорит, мне выдали квартиру на Троещине. Говорит, поставили коробку от игрушки или от обуви, я высыпала всю мелочь и говорю, в тот момент, когда мы наберем полную коробку, у нас появится своя собственная квартира, и мы все вместе туда переедем. После этого за неделю познакомилась с мужчиной, сестра вышла замуж, на протяжении года начали добавляться туда деньги, и говорит, в тот момент, когда коробка была полная, мне выдали квартиру на Троещине. Прикольно, да? И это не только у меня есть друг Игорь, наверное, кто-то здесь сидящий его знает. И он, когда ложил коробку, в свое время сказал, когда коробка наполнится и будет полной, то у меня появится мое собственное жилье. В тот момент, когда коробку наложили полную денег, ему его тесть отдал 2 дома в деревне. Но это же собственное жилье. Да. Какая разница? На любую материальную ценность. Естественно, если вы будете дополнительно разменивать и туда бросать, тоже подходит. Да? Занести в квартиру и сделать из них вазу бумпа. Вазу любую, да. И после этого ее сверху запечатать и вот так вот красивыми бантами поставить, завязать, чтобы никто не лез, и поставить на красивое место, чтобы она стояла. Можно это делать самим. Просто из нее не нужно потом деньги забирать, поняли? Не нужно. И эти деньги не нужно тратить. Это элемент достижения цели при помощи денежных монет, части вашей жизни. Вы таким образом создаете события в вашей жизни, бросая туда такие монетки. Коробку собрали, насыпали мелочи. Хотите за раз, поменяйте все деньги, насыпьте туда. Но так неинтересно. Должны создаваться события. Зачем собираются эти монетки? Монетки собирают события. События, представляете? Каждая из этих монет это какое-то событие. В магазине вы были, еще где-то были, еще где-то. И у вас появляется приобретение. И после этого вы это высыпаете, и это создает события жизни. Великолепно работает.
Если у вас болят артрит, болят суставы, двигаются камни в почках, то можно взять и одеть на мизинчик левой руки. Вот камень начал идти где-нибудь в вашем теле. Если на левую руку одеть металлическое колечко, то тогда это металлическое колечко сразу же остановит камень, он станет на место. И в дальнейшем, если его носить, оно не должно плотно облегать. Просто вот от ключей можно 2 проволочки вот таких одеть на мизинчик. После этого почки восстанавливают свою деятельность, пропадают воспаления суставов, а также исчезает заболевание двигающиеся камни при мочекаменной болезни. Очень быстро причем. Ой, как болит! Одели, через 30 секунд уже не болит. И после этого вот носите, и если носить длительное время, хотя бы 1-2 месяца, то потом можно навсегда забыть о том, что у вас когда-либо камни были вообще в почках. Скажите, интересно то, что я говорю? Растворяться. Это выглядит очень смешно, но я могу сказать вам, как врач все-таки с академическим образованием, я не знаю, почему это происходит. Для меня это и является элементами доказательства магии. Того, что эта магия существует. Видите? Существует ли магия ниток? Да, магия ниток существует. Если у вас есть какая-нибудь проблема, можно навязать ниток на большую веревку и сидеть каждый день и говорить, подписать договор, развязывать узел, снова подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали. Дальше, как забеременеть? Берете веревку и говорите, скоро я забеременею, 1 узел завязали, скоро я забеременею, 2, скоро я забеременею, 3. И так, чем больше узлов, тем лучше. Главное, чтобы узел на узел не завязывался. После этого кладете, если вы женщина, себе в ноги, если вы мужчина, в голову. Все, после этого обязательно быстро забеременеете. Итак, для того, чтобы быстро привлечь клиентов в свой бизнес, представляйте, будто у вас на голове шар в полумесяце, и на вдохе и на выдохе произносите слог «хав». Клиентов будет много. Легко? Вот, видите? Если вам необходимо найти информацию, которую я быстро очень проговорил, вам необходимо потом пролистать данное видео, остановиться на том месте, где я об этом говорил, и тихонечко себе ручкой записать. Я желаю вам успеха, до свидания, приходите завтра на Сангая. Все, конец. Спасибо. Ура. Помогите, сын сейчас поступает в медуниверситет. Если ребенок поступает в университет, то тогда можно ему почитать мантру. Сейчас я дам. Такую нужно же простую какую-нибудь дать. Яхи-пу на вдохе, цитаха на выдохе. Яхи-пу на вдохе, цитаха на выдохе. По 108 раз, представляя, будто это написано на ребенке. Яхи-пу, цитаха. Таким образом, ребенок сможет поступить хорошо. Отправляю сына в армию. Какую мантру читать от неприятностей? Отправляйте его с чистым намерением. Скажите, мама тебя ждет, и пускай он себе тихонечко идет. Ой, эти армии еще, знаете. Для того, чтобы везло ребенку и в жизни было все хорошо. А вообще вы ученик школы, что задавать эти вопросы? Каждый день на вдохе яху, на выдохе прара. Представляете, будто пишете эти буквы на ребенке, яху прара. Если это делаете хотя бы первые 3 месяца, то будет очень вести ему во всем. И будет жизнь прекрасной. Не будет никаких неприятностей. Просто живите, радуйтесь, испытывайте от жизни состояние радости и удовольствия. Как все обычные нормальные люди. Андрей Андреевич, подскажите, как избавиться, если обряд, как сделать так, чтобы человек бросил пить? Ну, конечно, нужно обязательно сделать круглые какие-нибудь сладкие печеньки. То есть можно взять, допустим, печенье, добавить туда мед, молочко и повыкатывать вот такие круглые шарики такого вот размера, чтобы они были как круглые пирожные. Можно посмотреть в интернете, как изготовить сладкие круглые пирожные. Мы были в Египте, и там даже круглые сладкие пирожные продаются такие. Я не помню, как они называются. Так вот,
необходимо взять вот таких 5 самодельно приготовленных круглых пирожен. Можно купить 5 круглых пирожен. После этого дождаться момента, когда человек, который употребляет алкоголь, заснет. И после этого все 5 пирожных на тарелочке или в руке вокруг его головы поносить несколько раз. После этого или на следующий день, только в случае, если это вторник или суббота, нужно выйти, найти черную собаку и ее покормить. При этом в случае, если собака идет, то ей больше ничего не давать, не гладить на нее, не смотреть и быстренько-быстренько уходить. В случае не отгонять ее, не прогонять, ничего не делать. Собака, видя, что вы больше не хотите ей ничего давать, обычно отказывается что-либо от вас принимать. Также можно, вообще в этом обряде нужно использовать волка. Волка можно найти в зоопарке, но вы знаете, особенность волка заключается в том, что он не хочет есть такие пирожные круглые. Он обычно любит кушать мясо, а пирожные ему не хочется кушать. Так, а собаки, они всеядные. А где найти черную собаку? Друзья мои, наверное, необходимо провести исследование, где живет черная собака. После этого с пирожными покрутить вокруг человека, дать ему либо во вторник, либо в субботу, вернее, покрутить над ним, когда он спит. Допустим, как я это вижу. Человек пришел домой, он лег спать. После этого, допустим, это понедельник. После этого он лег спать. Вы поносили или поводили этими пирожными над ним. После этого эти пирожные спрятали до следующего дня. На следующий день, во вторник, вы взяли эти пирожные, вышли на улицу и угостили какую-нибудь черную собаку и пришли быстренько домой. Андрей Андреевич, а желание на ленточках для ветра можно применять, как на морском курсе? Можно. Существует такой обряд, когда человек может написать свое желание на ленточку и повесить в каком-нибудь месте, где есть ветер и где нет очень много людей. Тогда сколько будет развиваться вот эта ленточка на ветру, столько раз будет желание появляться. Также, если у вас есть вентилятор, вы можете, и он выходит на улицу, то там, где вентилятор, можете разместить ленточки, на котором вы напишите свои пожелания. И тогда в случае, если вентилятор будет раздуваться, он будет шевелить этими ленточками, и эти желания будут исполняться тоже. Ну, интересно это все. Сегодня хотел бы отдельно, наверное, рассказать еще возжигание, воскуривание чеснока. То есть можно взять чеснок, высушить этот чеснок и после этого возжигать и воскуривать чеснок. Я рекомендую это делать, потому что именно воскуривание чеснока является одним из самых мощных методов, которые убирают любую черную магию. Будь то магия вуду, существует магия вуду, она правильно называется ядутона, или удаление черного глаза, правильно это называется бури-назар, или демонических сущностей, это пхутов, претов, то, о чем я рассказывал на семинаре о магии. Так вот, один из элементов убирания вот такой черной магии – это воскуривание и возжигание предварительно подготовленного к этому чеснока. То есть чеснок берется, кстати, можно сейчас свободно приобрести приправу, чеснок сушеный, который продается в супермаркетах, в больших магазинах специй во всем мире. Оказывается, воскуривание в квартире чеснока очень эффективно убирает любое зло. В случае, если в квартире очень часто бывает возгорание, убирает возгорание. В случае, если у вас очень часто бьется посуда, можно убрать вот такую вот проблему. В случае, если происходит воровство из квартиры, то именно воскуривание чеснока убирает такую проблему. Воскуривать чеснок очень удобно. Берется уголь для кальяна или берется уголь для воскуривания ладана, покупается в церкви или любом другом киоске. И после этого воскуриваете, это сыпите небольшое количество сушеного чеснока на вот такой вот воскуренный уголь, проходите по квартире, ничего не говорите. В случае, если вам необходимо убрать черную магию или черный глаз, или сглаз, или порчу человеку, или демонических сущностей, то садите человека, возможно, даже так, чтобы он не видел, и вокруг него делаете против часовой стрелки несколько кругов вот с таким воскуренным чесноком. Если умываться молоком, то человек будет нравиться людям. Оказывается, это один из тайных обрядов,
причем обряд такой достаточно эффективный. Если человек утром берет чашечку и перед тем, как умыться, моет лицо молоком свежим, не магазинным, а от настоящей коровы, то этот человек становится благословленным Богом Вишну, и после этого у этого человека появляется и материальное благополучие, появляется везение, появляется красота лица, люди начинают хорошо относиться. Но я хочу вам сказать, что мыть нужно только лицо. Дальше, как правильно умываться, я хочу вас научить. Для того, чтобы умываться так, чтобы в жизни вам очень везло и чтобы вас никто никогда не сглазил, перед тем, как начать умываться, нужно сначала помыть левую руку до локтя, после этого правую руку до локтя, и после этого вот так руки держать и умыть брызнуть себе несколько раз в лицо. И только после этого руками прикоснуться к своему лицу. Вот если так делать, вас никто не сглазит, у вас будет очень хороший день, будет большое количество сил. Недавно я писал это в своей статье и говорил об этом на прошлом вебинаре. Я говорил, люди, бойтесь зеркал. Меньше смотрите в зеркала, потому что когда человек смотрит в зеркало, то в этот момент он перестает быть заметным для окружающего его мира. Поэтому в случае, если вы любите зеркала, меньше в них смотритесь. Золото и шарик. Если носить на себе шарик из янтаря или шарик из золота, то никогда вас не будут обманывать. Таким образом, во всяком случае, просто не будете попадать на эту удочку обмана практически никогда. Такой вот шарик, который носится на себе, это великая такая уникальная тайна, которая помогает человеку навсегда избавиться от лжи. Его нужно носить по возможности не на длинной цепочке, а на короткой. Шарик должен быть идеально круглый, идеально желтый, идеально отполированный. То есть он может быть сделан... не подходят шарики, сделанные из алмаза, не подходят шарики, сделанные из любых материалов. Я считаю, что кристалл такой можно использовать в виде янтаря, или в виде золотого шарика, или в виде отполированного кабошона абсолютно круглого, какого-нибудь драгоценного или полудрагоценного желтого абсолютно камушка, совершенно без прожилок. Вот если вы найдете 100 элементов восхищения, то эта энергия вас полюбит. Смотрите картинку какую-нибудь, там очень-очень худые женщины с впавшими щеками, с втянутыми в мозг глазами, там, и так далее, с завернутыми вверх ногтями. И вы берете такую картинку и начинаете говорить, ой, какая ты особенная, и какие же у тебя губки, и какие у тебя глазки, и ты такая красивая. В этот момент вы худеете, все. Диктуете этой худобе или восхищаетесь этой худобой. И такие ребра впавшие особенно, и глаза такие впавшие, а волосы какие редкие от витаминоза, а зубы все вставные. Боже, какая же прелесть, как же это все красиво, вот как нужно. Скоро будете такой же, все понятно. Это так человек работает с энергиями, именно так и работают. Людьми... Энергии как женщины, вы представляете, они как женщины, они хотят, чтобы ими восхищались. Вот восхищаетесь, это будет происходить. Не восхищайтесь, видите худую, а вы при этом полная. Говорите, вот худая, на худых только собаки кидаются. Все, вы уже худой не будете, можете даже не расстраиваться. Вы представляете? Почему? Новый век создал совершенно новую эзотерику. Не отказывайтесь от кошельков, так как у человека с кошельком больше денег, чем у человека без него. Кошелек – это элемент, который является элементом магии денег. Таким образом, если у тебя красивый, новый, шикарный кошелек, то это говорит о том, что денег у тебя больше будет, чем у обычных людей. Хочу вам сказать, что в эпоху перемен, которую мы сейчас проживаем, есть все возможности потерять интерес к кошелькам. Не отказывайтесь от кошельков, также обучайте своих детей носить кошельки. Человек с кошельком, у него гораздо больше шансов быть богатым, чем у человека, у которого кошелька нет. Куда девать старый кошелек, если он тебе очень хороший, но хочется новый? Нужно выкинуть в мусорку, ни о чем не жалеть. Я говорю это серьезно, ничего не бойтесь. А если есть много кошельков, их нужно убрать, как насчет зеленого кошелька. Если у вас есть много кошельков, и если есть зеленый кошелек, то убирайте все кошельки так, чтобы их у вас не было. Иначе у вас будет много кошельков, а денег будет, к сожалению, мало. Чем больше кошельков, тем меньше денег.
Также не дарите кошельки, потому что в тот момент, когда вы дарите кошелек, вы занимаетесь черной магией. И ответственность за это потом будет лежать на вас и ваших детях. В случае, если вы дарите кошелек другому человеку, то этого человека вы фактически забираете энергетически возможность его заработка. Так вот, этот человек будет зарабатывать и делить между вами и собой. Таким образом, подаренные кошельки являются элементом работы с черной магией. Не нужно этого делать. Мама просила купить ей часы и кошелек. И я ей все это купила и отдала. Как теперь быть? Никак. С мамой будете в плохих отношениях, у мамы деньги не сильно будут приходить. А моя дочь подарила кошелек, через год его у меня украли. Потом его нашли через сутки, мне вернули. Что сделать с кошельком? Выбросить. Я подарила кошелек человеку на день рождения. Тогда не знала, что нельзя. Он сам попросил такой подарок. Сейчас с ним не общаюсь. Что теперь делать? Ну ничего. Я желаю вам успеха. До свидания. С вами был Андрей Быков. А четки из янтаря можно носить на себе? Конечно. Я вообще считаю янтарь священным камнем. Мне очень нравится данный камень. Если обряд для счастливой жизни в доме. Есть обряд для счастливой жизни в доме. Необходимо взять кувшин, после этого положить в кувшин драгоценности, кусочки чего-нибудь ценного. И что бы вы хотели, чтобы в доме было? Допустим, там пшеница символизировать будет там, рост и изобилие. Кусочек меда будет символизировать там, тепло и деньги. Золотые украшения, достаток, там мех какой-нибудь или пух, это теплое отношение друг к другу, и там книжку можно какую-нибудь, ну не обязательно, там можно початок, чтобы всегда у мужа все было хорошо. И после этого сверху нужно герметично крышкой закупорить это все и замазать там сургучом или воском, и после этого в доме, под домом это закопать. Это будет талисман, который будет притягивать в вашу жизнь материальное благополучие и то, что вы загадаете. По-другому это называется бумпа. То есть вы изготавливаете бумпу. Что есть, чтобы быть богатым? Есть два продукта, которые приносят богатство в семью. Перед самым сном, если человек съест розовое варенье или финиковое варенье или мед, то это принесет богатство в семью. Поэтому на ночь не объедайтесь финиками, не объедайтесь медом, а там как бы ритуально можете облизать ложку с медом и лечь спать. Это сделает вас более богатым человеком. Утром купайтесь. Есть такой обряд. В случае, если человек купается сначала в прохладной воде и после этого в горячей воде, то это дает в течение дня невероятное желание чего-либо. Поэтому, если вы потеряли желание, можете искупаться в холодной и после этого в горячей, и тогда это будет стимулировать у вас желание. Успешные люди завтракают утром овсяной кашей на молоке. После этого, как правило, кушают творог с медом. Я могу сказать, что это наверняка и точно знаю, потому что в моей жизни было большое количество людей, которые достигли яркого, совершенного материального роста. Могу сказать, что часть из этих людей особо, ну, наверное, особо богатые, они утром кушают кашкой, причем кашкой, сваренной на молоке. Эта кашка может быть рисовая, эта кашка может быть овсяная, и после этого творожок с медиком, и вот так вот начинается у них день. То есть сначала моются, после этого кушают молочную кашу, кушают творог, и после этого едут на работу. Есть такое понятие, которое называется артефакты. Есть определенные эзотерические предметы, которые определенным образом могут действительно помочь человеку иметь определенные магические силы. Первый артефакт – это железа дага. Что это такое? Есть змеи, кобры, которые живут в Шри-Ланке, и у них особенность мозга, которая заключается в том, что со временем у них в мозгу появляются кальциевидные новообразования. Таких змей ищут в лесу, и после этого находят змею, которой 40-50 лет, и убивая ее, достают у нее из лба большую круглую жемчужину. Обычно такая жемчужина стоит от 10 до 40 тысяч долларов. В чем особенность данной жемчужины? Если положить такую жемчужину рядом с пшеницей, то на протяжении 10 минут пшеница прорастает.
имеет невероятные электромагнитные свойства по зарядке воды, не заканчивается никогда энергия. Если человек носит в небе или подкладывает под небо у себя такую жемчужину, то в дальнейшем у него открываются паранормальные способности, третий глаз и так далее. Но насколько я знаю, это в храмах буддийских запрещено, считается это нехорошим таким элементом, но существует целый черный рынок. Вот таких артефактов, их есть огромное количество. Могу сказать, что люди не должны искать артефакты. Люди могут развивать себя самостоятельно, не стоит торопиться. Также я могу сказать, что артефакт можно делать самостоятельно. Если вдруг у вас будет вещь, которая будет только у вас единственного, и нигде в мире больше такой вещи не будет. Таким образом, создав вещь, которая будет в единственном экземпляре, вы автоматически становитесь человеком, который отличается от всех людей, проживающих в мире. Вы представляете? Поэтому можно что угодно сделать для себя, там, из чего угодно, там, из золота не похожее, с какими-нибудь там камнями, когда не похоже, и иметь этот артефакт носить при себе, тогда вам будет вести больше, тогда вы будете сами являться тем, что называется артефакт. Можно, если это метеорит, это редко, но они же есть еще метеориты, тогда не особо редко. А вот у меня уже есть, все уже хорошо, у меня уже есть. Существует такой обряд и, наверное, магия, которая касается детских выпавших молочных зубов. Оказывается, детские выпавшие молочные зубы могут являться мощнейшим талисманом для ребенка. Такой молочный зуб, если такой зуб вложить в специальную амфору и сделать талисманом для этого человека, то ему будет по жизни невероятно вести, он будет чрезвычайно успешным человеком. В случае, если этот зуб не коснулся земли, то есть выпал и лежит на подушке, то тогда он имеет магическую силу. А если этот зуб упал на пол, вы можете его смело выбрасывать, дальше он магическую силу иметь не будет. В случае, если взять выпавший зуб ребенка, не имеет значения возраст и пол ребенка, и носить женщине на себе в виде талисмана, обернутого в ткань или в какой-нибудь золотом талисманчике, то она никогда не забеременеет, если этого не захочет. То есть она будет ложиться, допустим, с кем-нибудь спать и будет говорить: я не забеременею в этот раз, и не сможет забеременеть. Вот такой вот зуб ребеночка, это как раз является, молочный зуб ребенка является мощнейшим талисманом, который может носить женщина для того, чтобы не забеременеть. Куда течет любовь, туда текут и деньги, да? Не пишите никому «я вас люблю». Не пишите «люди, я вас люблю». Не говорите этого вообще никому, серьезно. Вы раздаете свое имущество. Но если вы там Мерлину какому-нибудь напишите, который разбирается в энергиях, или еще кому-нибудь, кто шарит, понимаете, то вот ему напишите, там: господин Мерлин, мы вас любим, конец вам. Будете потом в нищете 3 или 7 лет жить. Ляпните вот так вот нечаянно, а потом что с этим сделать, непонятно. Потом проведут обряд и заберут, как нитки намотают, понимаете? Не надо писать нигде, не надо писать «мы вас любим». Даже поздравляйте кого-то, не поднимайте рюмку и не говорите чужому человеку: Ольга Павловна, я вас люблю. Попадете на такого, как я, и после этого 7 лет будете без денег куковать. Без любви и без денег никому не нужные будете, понимаете? Вы же все заберут. Все заберут вообще в мясо. Не запугиваю вас, просто не совершайте ошибок. Сказал же в начале: куда течет любовь, туда текут деньги. Восхищаться можно. Люблю нужно говорить только близким. Я очень хочу, чтобы у мамы моей были деньги. Поэтому я часто маме своей звоню и говорю: мама, я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы у детей было много денег в жизни. Поэтому я своим детям говорю: детки мои, я вас люблю. Вот сегодня с Эдиком, своим сыном, таким 2-метровым, ехал и говорю: ты знаешь, сынок, а я тебя люблю. Почему? Он говорит: я тебя тоже. Я говорю: так мне это не важно. Почему? Потому что ты мне дать ничего не можешь, а я могу. Почему? Потому что у меня эта энергия хорошо работает. А так, чтобы люди отдавали. Вот знаете, вот так вот люди делают опрометчиво. Они потом говорят там пастору какому-нибудь или служителю культа, говорят: ой, батюшка, мы вас так любим, мы вас так любим. Ну, готовьтесь теперь к 7-летнему посту.
Потому что теперь 7 лет будет. Не надо говорить «я люблю», это очень сокровенно. Любите, говорите, после этого теряете. Нельзя даже чужому человеку, даже вот так невзначай, просто так говорить это слово. Сильно-сильно тяжелое слово, сильно очень много имеет за собой, сильно много за собой несет всего, понимаете, аккуратно. Трезубец используется в тот момент, когда вы хотите обозначить то место, которое будет всегда вам принадлежать. В случае, если вы поставите трезубец Шивы у себя в кабинете, где вы работаете, то вас из этого кабинета не выселят. Если у вас отбирают имущество и вы поставите трезубец у себя в квартире, то эта квартира всегда будет вашей. Таким образом, тришула является своего рода компонентом для эзотерических вот таких обрядов, который символистически обозначает вам то, что это вам принадлежит. Даже в случае, как использовать тришулу можно. Вы, допустим, находитесь в месте, которое называется поезд. И в поезде у вас место, которое необходимо очищать. Для этого необходимо вам обвести все, после этого прочитать мантру очищения. Если в лесу, то есть духи леса, там мог быть кто-то убит, животное, или там лес имеет плохую какую-то энергию. И это все может влиять на элемент энергетический ваших занятий. Также в лесу может быть опасность, может укусить там животное какое-нибудь, клещ энцефалитный, там может что-то произойти, упасть дерево, там шишка и так далее. Когда человек во время занятий заходит в лес или садится в поезд и ставит тришулу, то ему нет необходимости очищать пространство вокруг себя, потому что это автоматически очищает пространство, так как данный элемент является элементом тройного огня. Таким образом, вот этот элемент тройного огня очищает пространство, которое в этот момент, до того момента, пока находится тришула, принадлежит вам. То есть, если вы в поезде ставите тришулу, то все вокруг тришулы принадлежит вам. Это ваша энергетическая собственность на время. В этот момент на эту собственность не претендуют ни энергетические духи, ни элементы зла. Вообще я рекомендую тришулу ставить у изголовья людей. Тришулу должен покупать человек, который болеет, и ставить рядом с собой. Почему? В тот момент, когда тришула рядом с телом, это говорит о том, что тело в этот момент принадлежит вам больше, чем заболеваниям. И эти заболевания в дальнейшем могут исчезать. Можно ли носить на себе тришулу? Можно на себе тришулу носить, это хороший символ. Скажите, есть какой-нибудь шум, который, послушивая, можно видеть вещи сны? Очень хочется найти дом своей мечты. Дом своей мечты. Прямо во сне. Прямо во сне дом своей мечты можно найти, я понял. То есть вы хотите, чтобы дом вашей мечты приснился вам, я понял. Итак, каким образом можно это делать? Нужно перед самым сном представлять, будто на уровне груди или просто глазами вы смотрите с открытыми глазами вы смотрите на пламя свечи. Если смотреть с открытыми глазами на пламя свечи или представлять, будто вы смотрите на пламя свечи, которое на вытянутую руку перед вашей грудью перед сном, то, скорее всего, вам будет сниться вещий сон. Понятно? Вот так легко. Хочу еще раз напомнить официальный сайт нашей школы duiko.guru, официальный сайт тибетской формулы aduiko.com. Папоротник имеет качество делать человека невидимым. Это единственное магическое качество, которое есть у папоротника. Именно за это его качество и применяли в свое время в магии. Воскуривая папоротник, человек делается безразличным ко всему сам, и его как бы никто не замечает. Поэтому, если вы будете ехать куда-нибудь за границу, и вам нужно будет что-то провести, то вам необходимо сделать воскуривание папоротника вокруг себя, а сам папоротник взять как талисман, при котором вас видеть никто не будет. Не возите никогда папоротник в машине, потому что в такую машину часто въезжают люди, потому что такая машина имеет качество энергетически быть невидимой. Папоротник – это энергия невидимости. Аналогично имеет такое качество, он делает человека невидимым для врагов, но и для друзей тоже невидимым, поэтому в случае, если на вас идет негативное влияние, вы его чувствуете, то вам необходимо полынь воскуривать. Но если у вас нет денег, то я бы не рекомендовал вам использовать полынь и папоротник,
потому что, воскуривая их, вы становитесь невидимым ко всем энергиям. То есть вас никто не видит, включая Бога. Андрей Андреевич, я не понимаю, как положить растения на угли. Их надо сначала высушить, конечно. Предварительно нужно растения высушить. После этого их необходимо в миксере измельчить в порошок. И после этого брать щепотку и сыпать на уголь. И подойдет ли в качестве прибора для воскуривания ладанка? Конечно, подойдет. Здравствуйте, пожалуйста, скажите, как помириться с любимым? Может читать мантру какую-то или еще чего-нибудь? Для того, чтобы помочь вам, я могу посоветовать вам... Сейчас я найду для вас какой-нибудь код, который называется «Примирить супругов». На вдохе нужно произносить «хуп», а на выдохе «циняй». На вдохе нужно произносить «хуп», на выдохе «циняй». Также еще могу порекомендовать. Существует очень хорошая мантра, которая всех примиряет в семье и делает жизнь людей, которые живут в семье, доброй и такой приятной. Это «Ом кате викате роса грасамани соха». «Ом кате викате роса грасамани соха». Не стоит забывать о том, что существует еще ряд элементов, таких как очищенное пространство, доверие в семье, удивление мужчины, который рядом с вами живет, говорение женщине по утрам, какая она хорошая и красивая и так далее. Знаете, есть одна особенность среди женщин и мужчин. Женская особенность заключается в том, что если ей сказать: тебе нравится там кислая еда, она скажет: мне не нравится кислая еда. Так вот, мужчина думает будет, что ей не нравится кислая еда навсегда. И он должен знать, что женщине кислая еда не нравится только временно. То, что говорит женщина, это временно. А то, что слышит мужчина, это навсегда. Не забывайте об этом, потому что это изменит ваши взаимоотношения в вашей семье. Поэтому, если вы говорите что-то мужчине, он будет считать, что это ваша концепция. А если вы говорите что-то мужчине, если слышит мужчина, то он будет считать, что так у вас всегда. Поэтому вы говорите мужчине: мне не нравится кислая еда, но она мне не нравится сейчас. А дальше, возможно, понравится. То есть не забывайте ему объяснить, что то, что вы умолчали, это не навсегда. Потому что он потом вам никогда не даст кислой еды. Как женщины обычно говорят: все, я не хочу в Таиланд ехать. Почему не хочешь? Ну, не знаю. И потом: что же, все подруги уже съездили в Таиланд. Ну, ты же сама говоришь, что тебе Таиланд не нравится. Но он мне тогда не нравился, а сейчас нравится. Так надо было правильно говорить. Он мне в данный момент не нравится, нужно было говорить. Мужчины воспринимают все четко, но они не понимают, что женщина — это временное существо. То есть они сейчас говорят «да», подразумевая, что это сейчас «да», а через час это будет уже не «да». Понимаете? Вот так все устроено. Как же убрать свои проблемы в случае, если у нас целый спутанный комок проблем, и он нам очень сильно мешает? Есть турецкий способ такой, который есть в Турции, который называется «убери проблему при помощи белого хлеба». Нужно взять белый батон или белый кирпичик тепленький и перенести проблему в белый кирпичик. То есть представить мысленно, будто эта проблема, она есть в вашей голове. И после этого представить, будто она отражается и проходит в виде картинки вот здесь вот в белом хлебе. После этого этим белым хлебом нужно обязательно покормить птиц в парке. Идете и начинаете кормить птиц в парке. Рыбок нельзя. Чужих птиц кормить нельзя. Каких чужих? Которых кто-то должен потом съесть. Там гусей чьих-то, там курей. Только чужих. Да, берете хлебушек, прикладываете его к колбу, представляете, будто из головы перешла напрямую в этот хлеб, зарядила его тем событием, которого вы больше всего боитесь. После этого вы ходите, ломаете этот хлеб и бросаете его птицам, которые должны это все поклевать. Вы сидите при этом и ждете. Вот почему профессор Мориарти, вероятнее всего, обожал кормить голубей. Да, потому что он кормил голубей, вероятно, у него были какие-то проблемы. Ну, конечно, его проблемы были в Шерлоке Холмсе, который постоянно что-то придумывал и его выводил на чистую воду. Для того, чтобы его Шерлок Холмс не вывел на чистую воду, ему приходилось его убирать при помощи хлеба и голубей. Вот мы его и раскрыли.
Видите, незнание эзотерики не позволило Шерлоку Холмсу идти на один шаг вперед, чем профессор Мориарти. Как привлечь клиентов, работаю риэлтором. Хочу вам сказать, вы риэлтор, приходите в помещение, которое вам нужно продать. И после этого начинаете весело танцевать, ходя по кругу. Вот так. Ха-ха-ха. И начинаете по кругу танцевать. Вот чем быстрее вы будете танцевать, тем больше клиентов будет приходить в ваше это помещение. Вы представляете, это называется раскрутить свой бизнес. Допустим, видели, как танцуют сиртаки? Допустим, мне для того, чтобы сегодня раскрутить свой бизнес, чтобы он начал приносить плоды, достаточно взять Соню за руки, Сашу пригласить, там, Женю, работников офиса, и после этого начать с ними танцевать сиртаку, держась за плечи, очень быстро ходя по кругу против часовой стрелки. Но этот танец посвятить дальнейшему процветанию офиса. 100% в дальнейшем этот офис начнет больше торговать. Когда вы открываете магазин, покружитесь в этом магазине долгое время, тогда привлечете в этот магазин много клиентов. А вы что делаете? Ответ: ничего. А вы делаете халахай, халахай, халах, халахай, халах. Халахай не так сильно работает, а вот потанцевать работает. Что нужно сделать? Нужно всем налить по 100 граммов, после этого предложить танцевать сиртаки и кружиться. После этого можно уже туда запускать клиентуру. Все будут приходить и покупать. Смешно, но работает. Вот вам и смешно. У них смешно, у нас работает. Я сейчас хочу вам дать еще мантру. Это мантра, которая читается шепотом. Эта мантра звучит так. На вдохе вы восхищаетесь и говорите мантру Ом, вот так. И после этого шепотом произносите Шри Дела Ом. Да, без Ом. Шри Дела. Да. Шри Дела. Шри Дела. Если вы будете так делать круг четок, то за несколько недель откроете канал ясновидения. Нет, глаза должны быть открытыми. Как только вы закроете глаза, вы мгновенно перейдете в мир иллюзий. И там снять информацию будет, к сожалению. Да, вот так вот когда вы будете делать Шридела, или когда будете Хейка Шридела, то тогда у вас трансляция будет сама по себе появляться, и количество энергии там будет увеличиваться. Поняли? Если каждый день принимать 3-4 мандарина, желательно натощак, то это уберет у женщины или у мужчины заболевание малокровия. Кстати, очень рекомендовано беременным женщинам. Также в случае, если у человека есть ожирение, не может набрать вес, там головные боли натощак, очень сильно хочется сладкого периодически. Это все говорит, брови очень быстро растут, волосы на ногах очень быстро растут. Начните есть мандарины по утрам. А еще в мандаринах находится небольшое количество женских гормонов. Вы представляете? Поэтому женщины очень любят мандарины, и у них аж ощущение такой стресса иногда появляется. Они прямо очень набрасываются на мандарины в случае, если им не хватает гормонов. То есть не вырабатываются гормоны, их не хватает, нужно кушать мандарины. От мандарин худеет, кстати. Польза цитрусов. По моему мнению, лимоны недооценены людьми, как, впрочем, остальные продукты цитрусов. Если выпить лимонный сок во время заболеваний высокой кислотности желудка, то кислотность высокая снижается. Если принимать 2-3 раза в день по 2 дольки грейпфрута, то это эффективно очищает желчный пузырь и даже может устранить такое заболевание, как желчекаменная болезнь желчного пузыря, а также такие заболевания, как запор. Оказывается, грейпфрут – один из самых эффективных методов по убиранию запора. Если 1 долька не помогает, нужно увеличить на 2 дольки. А если 2 не помогает, то 3 дольки с утра натощак. Если заваривать кипятком измельченные и предварительно высушенные косточки грейпфрута, то это уберет гипертоническое заболевание сердца у человека. Вы слышали об этом? Кстати, я хочу сказать, я же не сказал сок грейпфрута, я сказал дольки. Почему? Этот эффект действует на человека в том случае, если он выпивает не сок грейпфрута, а принимает его дольками, разжевывая. Вот если его выпивать в виде сока, эффекта такого не получится. А если выпивать его в виде разжевывания, то эффект вот такой слабительный получается.
Видите, в чем особенность? Видимо, происходит связь со слюной и каким-то образом происходит правильное влияние. Ритуальный барабанчик. Ритуальный барабанчик – это металлический барабан, в середину которого вложена бумажечка с молитвой. Вот здесь эта бумажечка с молитвой вложена. На ней написано, на этой бумажечке молитва. На ней написано «Ом мани падме хум» на санскрите. Когда человек вкладывает вот такую ритуальную бумажечку, вернее, в ритуальный барабанчик такую бумажечку и начинает крутить против часовой стрелки, то многократно написанная молитва начинает проявляться вокруг этого человека в виде энергии, создавая высветление темноты, непролазности и ужаса его жизни. Таким образом очищается его жизнь от темноты и сумеречных таких состояний. Но я рекомендую использовать это чисто в магических целях. Необходимо убрать отсюда бумажечку, на которой написана молитва «Ом мани падме хум». После этого написать свое желание на бумажечке обыкновенной белой, допустим, со словами «Скоро у меня будет своя квартира, скоро будет своя квартира, скоро будет своя квартира», или «Скоро я выйду замуж, скоро я выйду замуж, скоро я выйду замуж, скоро я женюсь, скоро я женюсь, скоро я женюсь», или «Скоро у меня будет там, что вы хотите». После этого сложить это в этот барабанчик и, сидя перед телевизором, крутить против часовой стрелки. Тем самым эффект будет точно такой же. Таким образом, с молитвой это будет барабанчик, который используют для религиозных, как религиозный атрибут. С вложенной бумажечкой с вашим желанием это будет работать как магический артефакт. Таким образом, один совершенно одинаковый предмет можно использовать одновременно и в ритуальных, религиозных целях, и в магических целях. Если у человека не дышит кожа, то человек нагружен токсинами, скорее всего, его иммунитет находится в трагичном состоянии. Чем же можно помочь человеку? Я могу дать вам совет. Для того, чтобы заставить кожу нашу дышать, я могу дать совет обтираться заварами лаврового листа или отварами лаврового листа. Это один из самых знаменитых советов, которые когда-либо давал. Объясню, что это такое. Именно лавровым листом поставили на ноги в свое время Илью Муромца, который, как известно, никак не ходил и чувствовал себя плохо. Во многих аюрведических учебниках лавровый лист ему поклоняются, о нем очень много говорят, и говорят о том, что это очень лист, который связан с Богом Кришной, что если человека мыть лавровым листом, то человек становится красивым, и у него появляется огромное количество сил. Дает физический тонус телу, и тело начинает хорошо дышать. Очень рекомендую это сделать несколько раз со своими детьми. Очень рекомендую. Как завар сделать? Его нет необходимости пить. Такой завар делается следующим образом. На 1 литр 1 столовая ложка измельченного лаврового листа. После этого этим лавровым листом можно взять губку и просто обтереть себя. Через 2 минуты смыть это все. На что это дает очень мощный тонус. Тело ощущает такой компонент, как энергия, какие-то внутренние силы, подъем настроения. Можно ли вывести лямбли и кандиду ребенку 11 лет? Аллергия, есть ли рецепт? Можно ли это сделать с помощью питья завара лаврового листа? Какая дозировка? Давайте еще раз скажу. Я совершенно не советую пить лавровый лист. Если заваривать лавровый лист, то это является ядовитым веществом. И человек может умереть, так как это проявится в виде реактивного панкреатита и тяжелейшего отравления организма. Поэтому по поводу пить лавровый лист, давайте еще раз скажу. Я этого делать не рекомендую.
По поводу обмывания лавровым листом детей для того, чтобы были силы, я за. Дальше, как можно помочь ребенку, у которого есть аллергия? Я очень рекомендую. Необходимо ребенку помочь следующим образом. Если ввести в рацион питания ребенку кальций цитратной формы, то на протяжении 1 месяца у ребенка исчезают аллергии. Таким образом, можно очень с легкостью помочь такому ребенку. Как можно еще эзотерическими методами очищать свое пространство? Итак, очищение при помощи масла. Если поставить рядом с своей постелью подсолнечное, любое ароматическое масло, то оно целую ночь будет очищать и ваше тело, и пространство, где вы спите. Можно подсолнечное лучше всего. Подсолнечное, не рафинированное. Чашечку, да. Вылить утром, а на ночь поставить новую чашечку. Если будете делать это каждый день, то можете вылечиться от психических заболеваний. Зря смеетесь. Не напрасно во всех тибетских монастырях находятся масляные лампадки. В наших монастырях масляные лампадки. У наших родителей висели масляные лампадки. Вы что думаете, это просто так было? И это в уголках висело. Лампадка являлась элементом бесконечного очищения пространства. Но это бесконечное очищение пространства было возможно, пока сверху не появилось 5 этажей и снизу не появилось 5 этажей соседей. После этого 5 этажей соседей лампадка уже не срабатывает, понимаете? Ну что, проехали. Итак, как же можно очищать еще свое пространство, в котором мы живем? Пространство можно очищать соленой водой. Как определить? Ну, помыть просто соленой водичкой или подсоленной водичкой. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, как можно подключиться к хроникам Акаши? Как понять, что подключился? Дело в том, что сознание, наша жизнь – это информационное поле столба. Вот так. Столба. Здесь чакры, они выпускают энергию или принимают энергию. Это наше информационное поле. А у мира информационное поле – это поле горизонтальное. Когда человек умирает и его сознание и душа капсулируются, то перед тем, как войти в божественную энергию, снимается абсолютно вся информация. Для чего это делается? Снимается информация с человека, потому что в большинстве своем люди, которые проживают на протяжении своей жизни, не имеют качественной, хорошей информации. Их мучает совесть, у них были плохие поступки, обычно человек не удовлетворен полностью своей жизнью. Ну и если вот у многих людей спрашивать, скажи, что в твоей жизни произошло хорошего, и можешь ли ты положить на весы все хорошее и все плохое, то вот плохого человек может вспомнить гораздо больше, чем хорошее. Так устроен человек. После того, когда человек, вы представляете, если бы мы умирали и после этого рождались, и у нас были бы воспоминания прошлой жизни, где мы должны деньги, обижали своих детей, там, кого-то кидали, там, кому-то относились плохо. И это бы, во-первых, не давало бы нам шанса прожить жизнь новую, а во-вторых, не давало бы нам шанса, наверное, прожить счастливо. То есть мы накручивали бы еще больше, наверное, такой шар, и еще больше бы было у нас неприятностей. Именно поэтому, когда человек умирает, то вся информация с него стирается, и после этого он вновь рождается. Вновь обнуленный,
Вот та информация, которая есть, это вся информация, которая находится между энергией человека и энергией Бога. Энергия Бога – это энергия горизонтальная, энергия человека – это энергия вертикальная. Для того, чтобы проникнуть в эту энергию, существуют определенные практики. Для того, чтобы научиться этим практикам, необходимо пройти мой семинар, который называется «Ясновидение. Часть 2». Если вы хотите пройти ясновидение, часть 2, то вам необходимо начать с ясновидения, часть 1. А если вы хотите пройти ясновидение, часть 1, то начинайте с изучения первой ступени школы Кайлас. А так попасть в Акаши никак по-другому. А в случае, если вы хотите жить долго и жить вечно, есть ли какие-нибудь пожелания или что можно вам в этом случае посоветовать? Итак, йогическое упражнение, которое называется птиаль или питье сладкого воздуха. Если человек начинает пить сладкий воздух, птиаль, сладкий воздух. Если человек начинает пить сладкий воздух, то этот человек будет жить дольше, чем те люди, которые не пьют сладкий воздух. Каким образом выполняется практика? Человек через губы начинает медленно втягивать воздух, так, чтобы он был направлен на верхнюю часть языка. В тот момент, когда этот воздух набран, он должен мягко выдохнуть. И сделав так несколько раз, когда накопится слюна, эту слюну проглотить. Считается, что если это делать даже один раз, глотать слюну один раз в день, то человек может прожить на 100 лет больше, чем все остальные люди, которые живут на этой земле. По 450. Будешь делать 2 раза, то будешь жить еще дольше. Делать так. И вот у меня на языке появилось сладкое. У вас появлялось, когда вы втягивали? И выдыхайте. И еще раз. Сладкое появилось на языке? Выдыхайте. И еще раз. Сладкое появилось? Выдыхайте. И теперь слюна появилась? Глотайте. Выполнили практику. Каждый день делайте, будете жить очень долго. Так просто оказывается. Кого? Когда лучше, не имеет значения. Можно и утром, и вечером. Можно и с открытыми, и закрытыми глазами. Данная техника является одним из ключевых тайных методов Видьява Бхайрава тантры. Тантры, где Шива объяснял, что тот человек, который знает, как правильно выполнять практику питья воздуха, может жить гораздо дольше любого человека. Но вы думали в свое время на йоге, когда ходили, что питье воздуха это то, что нужно глотать воздух, там как-то его заглотать. Если вы будете его глотать, то вы выполняете неправильно и приведете в дальнейшем себя к нехорошим внутренним состояниям, физиологическим отклонениям. Поэтому я считаю, что глотать воздух не нужно, нужно обязательно его знать правильную технику выполнения данного метода. Называется птиаль. Нужно вдохнуть через губы, так, чтобы ощутить сладкий запах во рту. Сделать и выдохнуть. Сделать так 3, 5 или даже 10 раз. И после появления слюны, когда она появится, нужно эту слюну проглотить. И здесь есть тайна. Если эту слюну не глотать, а выплевывать и смазывать ей лицо, то лицо становится молодым. И данная слюна, в случае, если ее накапливать и вот так втягивать воздух и ощущать сладкое, если смазывать какие-то раны, если смазывать какие-то нарушения кожи для себя и даже смазывать глаза, то лечит заболевания глаз и кожи. Я этого не придумал. Просто это Шива Тантра, знаете. Все вопросы к Шиве. Металл, серебро. Металл, серебро интересен тем, что металл, серебро очень совпадает с энергетикой нашего кишечника. Поэтому в случае, если у человека есть проблемы кишечника, то он должен делать массаж серебряными монетами или прикладывать серебряные монеты к животу, прямо к пупку. Очень проверенный есть способ в случае, если все органы пищеварения дали сбой и имеют ярко выраженное нарушение, то можно привязать серебряную монету к своему животу и после этого носить ее длительное время. Если она темнеет, это очень хорошо.
ее после этого зашкуривают или очищают от вот этого загрязнения и чистой стороной приклеивают или привязывают вновь к пупку. Вообще удивительность серебра заключается в том, что если делать такой же узвар, о котором я говорил ранее, то таким узваром можно вылечить у человека все заболевания мочевыводящих путей, а также магически серебро может помочь очистить человеку кишечник, заставить поджелудочную железу правильно работать. Серебро удивительный металл, он удивительный тем, что в случае, если в организме что-то начинает расти, то такой металл на себе носить не стоит. У серебра есть качество, он приумножает внутренний рост. Именно поэтому, если у человека есть онкологические новообразования в теле, а также какие-либо опухоли, то ни в коем случае не стоит носить серебро на себе, потому что такое серебро будет увеличивать рост. В случае, если у человека плохо волосы растут, так вот серебро можно прикладывать к голове, а также к тем местам, где необходим рост самих волос, так как серебро имеет качество увеличивать рост. Серебро очень хорошо приклеивать к селезенке и поджелудочной железе, к центру живота или на пупок. Медь уникальный элемент, он устраняет любые типы психических нарушений, является мощнейшим антитоксическим веществом. В случае, если человек носит медь, то тогда он будет отдавать больше, поэтому в случае, если вы выступаете перед публикой и у вас мало клиентов, носите медь на шее или на руке. Медь имеет важное магическое свойство убирать раздражение у человека. Также я говорил о том, что медь можно использовать в ходе лечебных свойств ее в виде изготовления специального магического зелья. То есть берется медь в чистом виде, после этого кладется в стаканчик, заливается водичкой. Естественно, предварительно такая медь должна быть очищена. После этого такую медь необходимо варить где-то минут 20, пока она закипит и прокипит. После этого необходимо достать медь и после этого уварить то, что получилось, до середины. В случае, если принимать такую медь, то она энергетически будет убирать у человека артериальное давление, заболевания сердца, будет устранять артриты, полиэмилиты, кожные высыпания. Также в случае, если есть высыпание на коже демодекс, особенно на лице, рекомендую использовать вот такую медь в виде магических вот таких обрядовых элементов. Медь обычно носится на кистях рук, а также на шее. Медь очень хорошо приклеивать к печени.
какие основные проблемы, которые связаны с материальным состоянием у человека, и почему это вдруг происходит, что у него не получается зарабатывать деньги, а также какие есть основные принципы эзотерики, которые говорят, что человеку может помочь там то-то, то-то, и почему они не работают, которыми эти принципы, это принципы, которыми пестрят эзотерические семинары, которые проводят разные преподаватели и так далее. Итак, особенность жизни человека заключается в том, что человек является прообразом алтаря. То есть божественная энергия дает человеку события, а человек в этот момент может радоваться от этих событий или не радоваться. Таким образом, в случае, если тебе события не нравятся, то ты испытываешь состояние страдания. Божественная энергия видит твои состояния страдания и в дальнейшем убирает возможность, чтобы эти страдания у тебя появлялись. Таким образом, соотнести это к материальному благополучию очень несложно. Каждый раз, когда мы контачим с энергией денег, а именно с тем, что думаем о деньгах, а также видим деньги, если это вызывает у нас состояние страдания, мы вспоминаем о долгах, должниках и так далее, видим деньги в чужих руках, нас это беспокоит, рассчитываемся с кем-либо и испытываем от этого трудности и состояние неприятное, в этот момент у нас божественная энергия забирает денежную энергию. Таким образом, можно сказать, что в случае, если человек при контакте с денежной энергией начинает страдать, то в дальнейшем у него эта энергия исчезает. Таким образом, можно сказать, что в случае, если человек радуется, то если вам дать такую возможность, чтобы вы радовались, то у вас могут появляться деньги, и они наверняка будут появляться. Но не тут-то было. Потому что очень легко это сказать, но вот попробуй это все сделать. Существуют целые системы, которые позволяют человеку изменить мировоззрение или поменять мировоззрение таким образом, чтобы при отдаче последних денег кому-либо не страдать от того, что ты их отдаешь. Это метод, о котором я очень часто говорю. Это метод создавания направления для денежных энергий. Это метод, который называется... А ну-ка вы мне сегодня скажите, как этот метод называется и что должен говорить человек в тот момент, когда он отдает деньги мысленно про себя или даже немысленно. Еще раз, покупай свое материальное благополучие правильно, покупай свое материальное благополучие. Вы представляете, это настолько внутри уже насело и настолько внутри меня сидит, что каждый раз, когда я с кем-либо рассчитываюсь, я всегда мысленно произношу, покупаю или приобретаю свое материальное благополучие. Когда вы читаете мантры, то эти мантры работают где-то так. Они работают как ветер, который чуть-чуть дует от вентилятора. Когда вы слушаете шумы, ситхи саунд, то это вы подошли к морю, и с него осенью дует жуткий сильный ветер, который вас сдувает. Когда вы начинаете читать заклинания или используете коды, когда вы начинаете дышать, это как вы летите на самолете на высоте 6000 метров. После этого вас попросили вылезти на крыло и там стоять. То есть у вас ветер есть там, наверное, не только ветер, а совсем все сдувает. Слушать, вентилятор погасили. Мантры дают облегчение, конец. То есть они не дают изменения яркого, они дают мягкое облегчение жизни. Мантры работают так. Если каждый день читать мантру по 108 раз, то тогда ваша жизнь поменяется и начнется идти это изменение спустя минимальное количество времени 300 дней или 1 год. Получается вот то, что вы 129 плюс 129, получается 278, да? 258, что я насчитал, да? Это зависит от того, я вам должен или мне, да? Естественно, в случае, если вот есть цикл времени, вот цикл времени, он звучит так. 258 дней, через 258 дней та мантра, которую вы читаете сегодня, будет с вами работать максимально. То есть вы почитали мантру Манипхадры, засеките или поставьте ее максимальное действие на карте или на календаре, это будет через 258 дней. После этого читали сегодня мантру Манипхадры, денег нет. Потом 258 дней прошло, вы уставшие, после ангины пришли в магазин, у вас огромное количество продаж. Вы говорите, ну что ж такое? Что ж повлияло? Может, Луна хорошо повлияла? Нет, это вы когда-то читали мантру Манипхадры. Перестала голова болеть. Ну, видишь, я тебя спас. Для того, чтобы нравиться людям, используйте такую практику еще. Мысленно представляйте, будто вы дарите
большому количеству людей что-либо. Вот правда. Вот, допустим, у вас есть человек, который плохо к вам относится, судья, я не знаю, какой-нибудь там костылянша в общежитии, там какой-то комендант вашего города, там, ну будь кто. То есть есть такой человек, который к вам очень плохо относится. Представляя этого человека, представляйте на протяжении часа, будто вы этому человеку что-то дарите. Дарите ему что-то, он радуется, еще что-то он радуется, еще что-то он радуется, еще что-то он радуется. Надо ли вешать подкову над дверью, приносит ли это удачу? Нет, не приносит удачу, вешать не нужно. Скажите, подкова на двери не приносит человеку везения. А что приносит? Магнитик. Цепляйте над дверью магнитик во внешний мир. Тогда магнитик, вот смотрите, как сделать магнит для привлечения в жизнь материального благополучия. Возьмите $100 и поверх $100 приклейте большой круглый магнит. И после этого положите этот круглый магнит вместе с $100 в рамку и прицепите где-нибудь. Так, чтобы в окно смотрело или куда-нибудь, а сам находился в середине. Такой магнит с такой рамкой будет являться магнитом для привлечения в жизнь материального благополучия. Прямо в ту квартиру, где вы находитесь. Я живу на съемной квартире, магнит с деньгами будет действовать. Магнит с деньгами будет действовать только для учеников школы Кайлас. На неучеников не действует, поэтому можете завязывать с магнитом. Подскажите, можно 1000 раз не верить в то, что я говорю, 1000 раз не прислушиваться ко мне, то, что говорю, и идти своим путем. Но я вам хочу сказать, более эффективной эзотерики, которую я даю на первой обновленной ступени, не существует. Она существует только во второй обновленной, в третьей обновленной, в четвертой обновленной, сейчас будет существовать в пятой. Все остальное... Медитация на привлекательность среди людей. Очень простая, но при этом потрясающая эффективная медитация. Для того, чтобы стать очень привлекательным в глазах других людей, она не только делает человека привлекательным, но на такого человека хотят равняться, с него хотят брать пример, к нему хотят прислушиваться, его хотят видеть и слышать, он желанный гость. Такому человеку всегда везет в его жизни. Выполнять медитацию очень легко. Необходимо представлять, что ваше тело сделано из меда. Удерживать такое состояние необходимо с открытыми глазами всего лишь 2-3 минуты. Выполнять можно тогда, когда вам это необходимо. Эта медитация действительно работает. Как еще медитативно можно
привлечь в жизнь материальное благополучие. Вы поедете на море или будете купаться в воде где-нибудь или в бассейне, представляйте, что вы плывете в меду. Таким образом, если вы плывете в меду, представляйте, будто у вас на языке мед. Таким образом, речи ваши станут сладкими, ваши телеса будут сладкими, а также будут женихи и поклонники слетаться к вам как на мед. Как мухи на мед, хотел сказать. Ужас. Пчелы на мед, а мухи же не на мед летят. Сегодня я хотел бы вам дать такой вот обряд убирания блокировки денег. Очень часто люди мне говорят или пишут: Андрей Андреевич, дайте какой-нибудь магический обряд или какую-нибудь действенную магию, которая бы могла убрать блокировку денег, так как много зарабатывали, все было в жизни хорошо, а потом раз и все исчезло. Можете ли нам вновь открыть это все? Итак, мы готовы, наверное, слушать этот обряд, который убирает у человека блокировку денег. Возьмите 5 видов бобовых: чечевица, фасоль, черная фасоль, белая. После этого возьмите все 5 видов, целую пригоршню, и носите их в кармане. В том месте, где необходимо произвести разблокировку, допустим, в вашем бизнесе, в вашем магазине, в вашей квартире, где угодно, необходимо рассыпать незаметно их где-нибудь, то есть вот по чуть-чуть понасыпать. Остальное принести домой и погрузить на некоторое время в воду, а остальное высыпать в чистое место вне дома. Допустим, зайти в лес и высыпать возле какого-нибудь деревца. И после этого, там, где оно будет у вас в воде находиться, через 10-15 дней можно там выбросить, водичку слить, а саму фасоль и горох, там то, что получится, просто ни во что не заворачивать, выкинуть. Если та фасоль, которая в вашем магазине лежит, ее кто-то найдет, не имеет значения. Если кто-то подметет и в этот же день выбросить, не имеет значения. Если в лесу съедят данную фасоль звери, тоже не имеет значения. Одним словом так, в кармане один день проносили, после этого на следующий день выложили часть фасоли у себя в магазине или там в своем бизнесе, где-нибудь положили так, чтобы никто не видел. После этого где-нибудь на улице в сухом месте положили, желательно спрятали где-нибудь. Очень хорошо подходят памятники. Если есть памятники старины, вот куда-нибудь в памятник старины необходимо такую фасольку понатыкать, так, чтобы она там не гнила. Ну и третий остаток фасоли, гороха и там остальных 4 или там 3 видов бобовых необходимо дома сложить просто в чашечку, залить это водичкой, положить где-нибудь на холодильник или на шкаф, так, чтобы никто не трогал, и через неделю свободно выбросить. Таким образом вы уберете, разблокируете у себя заблокированные деньги. Скажите, вам было это полезно, то, что дал? Обязательно поделитесь эффектом от обряда. Работает он очень быстро. Могу сказать, что это с позиции психологии совершенно бредовая идея, там разбрасывать карты, раскладывать фасоль. Но вы знаете, почему-то это работает. Вот так. Когда голубь прилетает и просит еды, его необходимо накормить. А вот о чем он говорит? О том, что появится очень сильный, очень большой доход. Обязательно кормите голубей, которые к вам садятся. Голубь – птица, которая приносит доход. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас бизнес начал много продавать, а также у вас нет бизнеса и вы хотите, чтобы он появился, научитесь кормить голубей. Голубь – птица, которая помогает или стимулирует появление новых хороших идей, а также нового хорошего бизнеса. Не напрасно профессор Мориарти, который в свое время кормил голубей, помните? Я очень часто говорю такие слова. Деньги движутся к тому, к кому движется любовь. Вот смотрите, я делаю что-то для ребенка, я подбрасываю его, целую, щекочу. В этот момент этот ребенок меня начинает обожать, как ни странно это звучит. Он меня обожает, в этот момент вместе с его любовью текут в мою жизнь деньги. Второй вариант. Я ребенка строю, дрючу и воспитываю, ору на него с вытаращенными глазами. Он меня ненавидит, скорее всего ненавидит. Из моей жизни уходят деньги. О, как оно устроено, вы представляете? Важно знать, что такая любовь, она может быть и на улице, вы представляете? То есть там
отодвинуться и пропустить человека. В этот момент человек благодарен. Почему? Кто-то о нем позаботился. Вот эта благодарность будет в дальнейшем являться для меня моими деньгами. Существует ли проклятие ожирения? Да, как ни странно, существует проклятие ожирения. Такое тоже иногда я замечаю. Не у всех людей, но я считаю, что если человек родился и с самого детства все время полный, все время страдает от этого, никак не может, и его мама, и мамина мама, и мамы мама, они были всегда большими, то это говорит о том, что вероятнее всего в человеке есть системное проклятие, которое находится. Каким образом выглядит проклятие, которое связано с ожирением? Проклятие, связанное с ожирением, выглядит следующим образом. В середине живота есть изображение вот такое вот буквы S английской. Вот это проклятие выглядит как вот такое изображение вот такого шланга, который находится в середине живота. И что же делать вот с таким проклятием, которое находится в середине живота? Представляете, в середине живота шланг, похожий на змею. Но не нужно придавать этому проклятию формы живой особи. Это не змея, это, скорее всего, твердый черный шланг. Как с ним работать? Не глядя вниз своего живота, мы представляем, будто наше сознание дотрагивается до такого шланга, и этот шланг начинает взрываться по чуть-чуть. Ваше сознание, оно направляется на кусочек этого шланга, и он по чуть-чуть начинает взрываться. Вы это ведете до того момента, пока этот весь шланг не взорвется. После этого отвлекаетесь, какое-то время не смотрите, и после этого вновь представляете, будто смотрите, появился он или нет. Нужно с этим работать до того момента, пока он не исчезнет. Как часто это делать? Если у вас есть такое проклятие, то это проклятие, оно будет четко представляться в середине вашего живота. Если оно очень четко представляется, значит оно наверняка есть. Если как бы вы ни представляли, представление не происходит, значит нечего представлять. Значит этой энергии у вас просто нет. Представляется? Представляется? Вот у тебя и нету. Представляется такое? Тебе такое представляется? А у меня представляется. Таким образом, если человека представляется, это говорит о том, что у человека есть вот такое проклятие. То есть он не может просто избежать, у него включается колоссальный внутренний аппетит, и он теряет сознание, разум, оценку себя в пространстве и ничего не может с этим сделать. Его разум отключается, потому что целиком выходит на первый план вот такая мраченность, вот таким энергетическим проклятием. И это проклятие в виде вот такого червя находится в животе. Вот так.
Хочу дать совет. Люди должны знать это, наверное. Если вы выйдете на улицу и на вас большое количество людей начнет обращать внимание, знайте, если на вас обращают внимание люди, то на вас обращает внимание Бог или высшие силы. Именно поэтому я очень часто говорю, если вы хотите сделать так, чтобы вам везло, чтобы у вас было счастье, старайтесь быть красивыми. Старайтесь быть красивыми, старайтесь быть опрятными, старайтесь одеваться в красивую одежду, старайтесь носить украшения, старайтесь быть теми, кем восхищаются. Я могу вам сказать, людьми, которыми восхищаются, у них больше шансов и больше возможностей быть счастливыми людьми в дальнейшем. Я говорю это серьезно. Я делал или проводил, нужно правильно говорить, некоторые исследования, которые именно с этим связаны. Я могу сказать, что в моих словах сказаны слова «ходить по улице». Вы слышали? Я же не сказал фотографироваться и выкладывать в Инстаграм. В случае, если вы выкладываете в Инстаграм, то восхищаются вашим прошлым, потому что фотографии сделаны ранее, и они не действуют в настоящем моменте. А в случае, если вы будете в очень красивой одежде, с красивым мужчиной или женщиной, гулять вместе под ручку, то люди, которые будут это видеть, будут обращать на вас внимание. Вот это время, когда нужно сказать себе, а я скоро выиграю в лотерею. И тогда вы в нее выиграете. Вот так это делается. Вы представляете? И чем больше восхищений ваш адрес вы получите, тем быстрее это все исполнится. Вот она, настоящая эзотерика. Вот так это все выглядит. Именно поэтому, если женщина хочет выйти замуж или жить с богатым мужчиной, она должна выглядеть очень хорошо, чтобы найти все-таки того, кто к ней подойдет. А еще это зависит от того, испытываете ли вы счастье в этот момент. В том случае, если на вас смотрят, у вас хорошее настроение, то это будет вам приносить радость в жизни. В случае, если на вас смотрят, и у вас плохое настроение, это будет приносить вам несчастье. Поэтому перед тем, как гулять, настройтесь, чтобы у вас было хорошее внутреннее состояние, хорошее внутреннее настроение. Возьмите белую розу, напишите на этой белой розе имя человека несколько раз. После этого того, который вам нужен. После этого возьмите ступку и в ступке смешивайте тот листок, на котором написано это имя, добавляя молоко коровы. Сделайте из этого пасту. Когда будете тереть эту пасту, обязательно произносите мантру, которую я сейчас вам дам. После этого используйте такую пасту в виде тилаки. Наносите или мажьте свое тело, или дотрагивайтесь к лобику, или в любое другое место мажьте. Тогда тот человек, даже в случае, если этого человека нет рядом, в случае, если эта паста есть на вас, он будет целый день о вас думать, мечтать и хотеть с вами встретиться. Итак, пишем Ом Намо Джаладжа. Ом Намо Джаладжа. Пишем дальше. Джальям. Джальям. Чах-чах-чах. Хрим Намах. Ом Намо Джаладжа. Джальям. Чах-чах-чах. Хрим Намах. Какие самые простые методы я знаю, как привлечь любимого человека в свою жизнь? Я тоже это хочу вам сказать. Итак, первый самый простой метод привлечь мужчину в свою жизнь, накрутить жениха. Знаем, наверное, да, как это работает. Нужно войти по горло в воду и покрутиться против часовой стрелки для женщины, по часовой стрелке для мужчины. Ничего при этом можно не представлять. Крутитесь, и мужчина придет. Можно взять бутылку, поставить ее на перекрестке. Я тоже когда-то говорил. Да, работает, да. Ставите бутылку на перекрестке. Нужно поставить бутылку, выпитую на перекрестке. И что нужно сказать? Оставляй свое одиночество. Оставляю свое одиночество, правильно. И после этого идете дальше. Говорите, оставляю свое одиночество. Выпивайте ее на перекрестке и ставите посреди перекрестка. Проверено. Проверено, все работает. Да, работает, если это делать хотя бы один раз там в неделю. Проверено работает, правда, хороший метод. Один из таких хороших методов — это журнал. Помните, я говорил, на Новый год или не на Новый год можно взять журнал, на нем написать прямо поверх объявлений, где она ищет его, написать: меня зовут Маша, там, Катя,
Галя, ищу мужчину такого-то формата, то есть пишите подробно, глаза такие, волосы такие, автомобиль такой-то, и пишите дальше подробный свой адрес, фамилия такая-то, такая-то, живу по такому-то адресу. И после этого, если вы женщина, ставите или бросаете на шкаф. Если вы мужчина, куда-нибудь под шкаф. И тогда на протяжении где-то 2-3, 5 месяцев происходит знакомство хорошее. Тоже проверено. Хорошо работает.